Привет, мои маленькие любители кайтинга. Мы выбрались на станцию серф-хата на Бугасской косе, чтобы снять некий ultimate тест пацев. У нас наши подопытные это North Flex Pro 25 года, последние какие-то пацы. В прошлом году я их пробовал, 24 года. Мне они не понравились и были не моего размера. Здесь я пришлось купить, затестить свой размер M. Значит, здесь у нас тоже маленького размера SXS харлемовские тапки, как они называются, я не помню, сникер. Но такие же есть у Гонга, как мы выяснили, по пэду и стрэпы, не знаю, короче, это не типа эксклюзивные харлемовские. Вот Норс, они только у Норса. Эти какие-то OEM кто-то еще делает. Еще у нас есть тапки Elevate Seago, это тоже какой-то OEM восточноевропейской фабрики. Такие же у Flysurfer, у Льюи, еще у кого-то. У MD были такие тапки, не знаю, там 5 лет назад. Короче, ничего нового, но они их продают как топовые свои. Окей. И все это мы будем сравнивать с... Я почему положил здесь тапки Duathlon 23 года, 24 года. И вот там на доске 25 года черные. Можем подойти сейчас к доске, к доскам точнее. У нас будут 4 доски, сейчас 3, четвертую сейчас там делают. 4 одинаковые доски, Elevate Stellar 133. Будут тестировать их райдеры, которые являются, собственно, обладателями этих досок. То есть это не будет какая-то необычная для них доска. То есть я тоже катаюсь на такой доске. Вот у меня стоять будут Entity, как бы эталонные тапки, по мнению всех трех. Потому что мы все втроем, не сговариваясь, используем на всех своих досках именно эти пацы. Немножко про Entity. С 23 года они начали делать вот такие пины классные, потому что в 22-м были пины на всю длину маленькие, стрэпы расстегивалась. До этого у них была проблема, ломалась пластик, стрэпы. Ну, короче, было куча проблем. Последние 3 года это как бы пацы номер 1, такие общепринятые. У нас нету, единственное из интересных экземпляров, это, ну как нету, вот они, пойдем сюда посмотрим. Это Naish Apex. Это пацы, которые я использовал долгое время. Просто это не мои, я сейчас подошел просто отснять. Мы их тестить не будем, у нас их как бы нет. Но тест этих пацев я делал на протяжении многих лет. Они стояли на всех моих досках, пока не попробовал Entity. То есть сразу их могу сравнить. У апексов даже маленький размер, у меня маленький размер ноги, там 40-41. Даже маленькие апексы мне велики, то есть я не могу их затянуть. И в конце концов рвется от них. Пойдем посмотрим. Если затягивать, здесь такая вот есть затяжка. Не знаю, видно или не видно. Короче, как чтобы это затянуть. В итоге я ее просто так тянул, что оторвал. Плюс я вставлю картинки, что случилось с моими апексами, там, первыми и вторыми. В общем, был тест 3 года назад, когда я перешел на Entity, наверное, это тогда было. Я катаюсь в апексах, все круто. Перехожу на Entity, прям back-to-back тест, все круто. Вхожу обратно в апексы, говно. То есть после Entity апексы кажутся говёными тапками. Поэтому мы их тестировать не будем. Мы сейчас посмотрим, что новые другие тапки от других производителей могут предложить и смогут ли они победить NTT. Доски мы сейчас соберем. Доски разных цветов, потому что одни 26-го там года, ну, короче, последнего фиолетовые, и красный прошлого года, они полностью как бы идентичный, то есть никакой разницы не будет, будет прям хороший тест, чисто тапок. Будут тестить я, Арсений, это инструктор, и Вероника, хозяйка станции, собственно. Все довольно опытные и разные, поэтому ноги у нас приблизительно у всех там в районе 40-42, поэтому может 39-42. У Вероники не знаю, какого размера нога, ну, короче, эти тапки будут всем по размеру, я уверен.
это не будет тест тапок как каких-то безразмерных. Единственные безразмерные тапки у нас это Seago. Они one size, но они затягиваются вполне себе сносно. Все, сейчас прикрутим пацы, и я покажу, как это все будет выглядеть. Мы прикрутили все пацы к доскам, и немножко сейчас внешний вид. Зацените, во-первых, харлемовские тапки идеально со Стеллеров 25-26 точнее года, уже, по-моему. Прекрасный матч. Пятка довольно близко к канту, все окей, замечательно. Здесь из-за того, что норсовские тапки имеют, супер, как в кроссовках, там в размер идут. У меня небольшая нога, но у меня идеально мне вот это вот расстояние. Но посмотрите, пятка как далеко от края доски. И подозреваю, что ее просто в сильный ветер будет не задавить. Ой, ладно, не буду спойлерить пока. Не катался в них еще. В этих просто уже катался, но в большем размере. Тоже пока ничего не скажу. Элевейтовские на родной доске типа. Все окей. Углы можно поставить. Универсальная история. И немножко про дуатоновские. Обычно на доске, на этих досках 3 закладных, то есть можно сделать уже, средне, широко. Дуатоновские пацы имеют нестандартную, многие знают, покупают себе дуатоновские пацы, а потом не могут поставить себе на доску, например. Потому что у дуатоновских досок канальная система, то есть можно, неважно какое расстояние между болтами на пацах. А тут мы можем использовать, во-первых, только 2 варианта, а не 3. И по углу, то есть вот этот дак, стенд здесь не сделать. Например, у меня колени вот такие, и мне здесь свою стойку, чтобы сделать хоть приблизительно комфортную, приходится, чтобы второй человек давил вот так вот сверху, да, там, если один болт я прикрутил, чтобы попасть в дырку второго болта. Это целый гемор, и надо прикрутить очень сильно, потому что они в распорке стоят, чтобы не выкрутился болт, не потерялась паца. Все я это уже проходил, поэтому намертво просто затягиваю, все у меня окей. Но все равно идеальную свою стойку я на них не могу сделать, но тем не менее использую эти пацы, потому что лучше ничего нет. Лучше это сочетание держака, то есть как я в сильный ветер могу держать зарезку в пацах, комфорт и так далее, плюс возможность сделать борд-оффы. То есть эти пацы сочетают в себе возможность и держать сильную зарезку в сильный ветер, я уже тестил во все ветра, и делать борд-оффы в то же время. То есть ничего мне не мешает снять доску и одеть ее обратно, не меняя затяжку и так далее. Плюс вот это все, у вас не будет возможности на ходу поменять, да, пины жесткие, нельзя на ходу что-то поменять, но и не надо. Ты один раз сделал, все. Это как современные трапеции. Ты настроил с хорошими ремнями, мистик, бам, ты никогда не будешь подправлять, ничего не будешь делать. Меньше слов. Наши тестировщики, вон стоят. Еще раз, Вероника, я только что уточнил, 38 размер ноги. Арсений, 42, у меня что-то между. Вроде как мы все попадаем в эти размеры. Повторюсь, ребята катались все время на дуатоновских тапках, потому что нашли их тоже самыми лучшими, несмотря на то, что они встают криво на их доски. Посмотрим, поменяется ли мнение после этого теста. Дует у нас, можно посмотреть, вот Харлем, это 7. Слева Леха Рожков в дедлупе только что был, это 9. И там подруга его тоже на 9 страглинг. Хороший ветер, отжим. В целом, пацы, чтобы нам потестить, вполне себе хватит. На воду. Мы оттестили, райдеры, Вероника, Арсений. Мы покатались на 4 одинаковых досках с разными пацами. Я буду говорить последний, чтобы никак своим мнением не повлиять, а вдруг. Про дуатоновские мы пока умолчим. Давайте начнем с Арсения, у него микрофон, потому что есть. С любых можешь начинать. Давай, наверное, начнем с Elevate. Вот они. Да. Так. То есть, если сравнивать с 3 другими пацами, Elevate, что не нравится, это, во-первых, настройка пац самих. Что у них? Общий ремешок, который никак не регулируется. Давай откроем сразу, посмотрим, что там. Какой общий? Вот этот большой? Да, центральный ремень. Что он один? Да. Ага. Невозможно отрегулировать. Перед-зад,
Перед, Носок? зад, да, Да. то есть либо у тебя зажимается носок, но болтается нога, либо наоборот. Все Одно из принято, двух. понято. Так. Вот. По флексу именно сам материал, мягкость его. Пэд вот этот, да? Да, да, да. Ну, Очень, очень комфортный. Средний. Средний, да, да, да. И что мне нравится у Elevate, особенно если ездишь в Тусаде частенько, Мгм. это захват пальцами. Очень удобно. Вот эта плашка. Да, да, да. Согласен, я ее тоже почувствовал. Вот. По развороту, ну, естественно, мне нравится, что их можно разные углы совершенно поставить. Ну, это относительно дуатона, да, да? да, мы да, имеем в виду? относительно И дуатона. этих досок. И еще мне понравился сам материал не скользящий. То есть он как бы немножко так цепляет ногу. Мгм. Но одновременно я думал, что будет сложно сбрасывать их. Я 3-4 раза попробовал просто сбросить доску. Тест То на есть, сброс доски. Да, да, вылетает очень комфортно. Но Мгм. опять же, если перетянутый ремешок спереди, то застревает нога. Мгм. Маленько чревато последствиями. Мгм. Тогда сейчас мы сразу чтобы все проговорили с этими пальцами. Держи сама. Да. Близко не подноси. Вот Окей, окей. так. Про Elevate сразу. Ну, про Elevate сразу мне сложно их будет нормально сравнить с любыми другими, потому что, ну, в принципе, тоже эти пацы я знаю, не первый раз каталась. Для моей ноги они до конца не затягиваются. И мне даже на максимальном затянутом стрэпе мне паца большая, и она у меня на ноге болтается. Да ты серьезно? Да. Большая? Да. Окей, у тебя самая маленькая из нас нога получается. Да. Интересно, но они one size. Единственный из всех пац это one size, которые не имеют маленького размера, большого он один. Ну, в целом просто кататься, зарезаться, они комфортные, они мягкие, они нигде не давят. Единственное, опять же, за счет того, что, видимо, они до конца у меня не затягиваются, у меня поворачивается немного стопа, и мизинец упирается вот в этот вот внешний край. И Вот да, да. И из-за этого там со временем, если долго кататься, ну, натирается такая не очень комфортная мозоль. Вот. А по мягкости, да, по мягкости они комфортные, удобно действительно пальцами цепляться вот за эту штучку. Но если что-то там на пауэре высокое прыгать, у меня обычно там или нога слетала, или доска слетала. Понятно, значит, не идеально. Мое мнение, да, все средненькое. У них действительно один вот этот большой, как Арсений правильно сказал, ремень, который задавливает тебе, ну что, ты хочешь гриф, окей, они тогда слишком прижаты будут. То есть вордофы на них делать, ну, честно говоря, здесь ручки не было на доске, я попытался снять, на восьмерке не очень комфортно, очень быстрый кайт, короче, тут больше тест на то, как держит завеску, как отталкивается. Я прыгал вот на всех, ну, короче, на этих пацах я прыгал так же высоко, условно, так же, как и на там дуатоновских, да, давайте с ними сравнивать. Про остальные пока мы молчим. Но не идеально, но терпимо, окей, как бы мы их используем в школе, Да, кстати говоря, да, да. Потому что one size не нужно покупать разные размеры для школы или там для непритязательного юзера нормальные пацы. Давайте пойдем дальше. Нет, давай продолжай ты, Окей. мы потом будем меняться. Давай, какие следующие ты хочешь рассмотреть, кроме дуатона? Ну, давайте к Харлему перейдем. Давай. Они как раз замечательно мэчатся с твоей, кстати, доской. Да, они Давай. по цвету отлично подходят. Ну, в целом они мне очень даже понравились. Они мягко, комфортно сидят на ноге. Ну, наверное, максимально похожи на дуатоновские Entity. У меня максимально положительное о них мнение сложилось. И это единственные пацы сейчас в сильный-сильный ветер, на которых я, ну, хоть как-то, но смогла выпрыгнуть, потому что, ну, на самом деле на восьмерке я немного переоценила свои возможности, мне на восьмерке прям разрывало. И на этих в целом контроль доски и зарезка, и то, как они комфортно сидели на ноге, ну, все, короче, идеально совпало. Понравилось, Да. да? Пока мы не будем сравнивать с нашим эталоном, сейчас Арсений скажет у нас, что он думает по поводу... Так, я тебе включил шумоподавление. Все. По поводу харлемовских... По поводу Харлема, тут уже поинтереснее все было. Здесь раздельный ремень, собственно, Да. можно отрегулировать уже более точно свою ногу. Так, Это очень важно, ну лично для меня. хорошо. Вот. Сам флекс подушки, он здесь мягче относительно Elevate. И По-моему, он самый мягкий из всех. он очень мягкий, и это очень прикольно на приземлениях.
Согласен. Ты едешь условно как в кроссовках, в шузах новых. Ну, они называются Да, сникер. да. Очень комфортно. Единственное, что здесь в Тусайде не очень комфортно, мне не понравилось. Зацепа нету пальцами. Плашка нерабочая. Да. Но выручает то, что материал, из которого сделали, он у меня вызвал чувство, как будто ноги как на присосках. Он очень хорошо в воде держит ногу, она у тебя не гуляет, потому что первые ощущения, когда я их увидел, широкая база под Как пятку. будто держать не Да, будет, как да? будто нога будет просто гулять во время передоза, особенно на прилоде. Но на самом деле оказалось намного все лучше. Соответственно, единственное, что я не знаю, как у вас, но у меня на левой ноге на ремне постоянно давило вот здесь. То есть приходилось расслаблять больше. На правой такого эффекта не было. Может быть какой-то дефект, ну вот он даже пальцем прощупывается. Возможно, пластик или что-то здесь есть. Вот она. Я не чувствую. Просто мягкая фигня. Не. Вот здесь. Вот тут. У Арсения просто самая большая нога, возможно, сильнее всего. Да, у нас Да. это маленькие пацы под типа мою ногу под Вероники, но Арсения 42 уже у нас есть, потом покатается на LXL. Может быть, такого эффекта не будет. Мое мнение, да, это тоже, я согласен с ребятами, самые мягкие пацы. Они не чересчур мягкие, чтобы... Вот, например, у Дуатона есть пятки разные. У них есть софтовая пятка, которая мне не подходит, она слишком мягкая. То есть она контроль доски теряешь. С этими пацами харлемовскими, они мягкие, но контроль сохраняется. Мне было прикольно в Тойсайде ездить. Все, вроде бы все ничего, вроде бы все прикольно, вроде бы даже и как будто можно и бордов сделать. Ну, опять же, без ручки в такой ветер неудобно. Но у меня нога, как покажу, как будто рукой, вот рука моя нога, она у меня уходит вот сюда при любой затяжке. То есть Кстати, да. И у меня нету, когда я тяну носок передний, у меня нету зацепа вот об эту часть. То есть на дуатоновских она у меня есть. Они шире вот здесь. На вот этих у меня есть этот зацеп. Здесь у меня вот такая длинная мои пальцы передние. И вот не могу зацепиться. То есть контроля доски такого у меня нет уже. Чувства. Хотя во всем остальном как будто бы они даже лучше всех остальных. По каким-то критериям. Но вот эта штука, она супер важная. Если ты не чувствуешь носком как бы упор куда-то, то все, у тебя уже теряется немножко контроль. Ладно, давай. Ну, я их тоже тестировал на самосброс тоже. Я думал, прилипнут ноги. Нет, также свободно вылетает. Как бы вообще без проблем. У меня они лучше вылетают, чем вот элевейтовские. То есть мне на них бордов, Ну, потому что у них раздельный ремень, и можно отрегулировать, да. Тогда, Арсений, погнали, вот, даже не знаю, как это называется, но с Flex Pro. В общем, на North Flex Pro прокатался ровно 10 минут, и дальше я не стал кататься. Даже мы немножко занялись. В общем, Стыдно немножко. даже несмотря на то, что как бы да, они мне по размеру маловаты, но плюс-минус я их настроил. Терпимо пойдет. Давай откроем, посмотрим, что там внутри. Так, это что у нас? Что у нас за настройка? Это раздельная или что Это комбинированное, но также закусывал ноги как на элевейте. Но даже минут 15 провозившись в воде, так и не смог их нормально настроить. Во-первых, супер жесткий ремень. Самый жесткий. Самый жесткий ремень, да. Вроде бы прикольно, с одной стороны, как бы ты можешь намного проще доску задирать, лучше упор будет, не будет эффекта растяжения. Но опять же, я так и не смог их настроить. У меня постоянно они автоматически сбрасывались на каждом прыжке. Соответственно, после этого я сразу вышел из воды. По материалу, по жесткости он довольно упругий. Мне, кстати, такой нравится, как бы он. Ну да, ты говорил, что Да. ты в Дуатоне хард Да, ставишь. да. Но сам материал мне показался как будто намазанный ферри. Да? При контакте с водой он прям скользкий какой-то, А у очень меня сильно было становится. ощущение, как будто я, знаешь, на таком коврике, который для массажа. Типа жесткое, из-за этого у меня ощущение массажа было какое-то. Ну, мне оно не нужно, как бы, то есть это минус для меня. Мне единственное, что понравилось здесь, это как бы, назовем это шейп углубление, да, то есть больше сделано по форме ноги, то есть более Как у комфортно. Дуатона, Да, наверное, да, то есть чем-то схоже. Чем-то схоже, да, пятка похожа.
Давай. Небольшой носок тоже как бы выделили, тоже вполне Работает? удобно. У меня- Чуть-чуть работает, но потому что 10 минут и я просто психанул и вышел Все, из ладно, воды. псих, давай. Доску, ну, зарезку держит хорошо, это факт, но это больно. Поэтому больно, некомфортно, поэтому практически сразу вышло. Ну, у нас у всех троих почти похожее мнение по поводу этих пац. Несмотря, кстати, я боялся, что из-за того, что пятка далеко, на самом деле просто размер пацев маленький. У меня в этой большой паце может быть пятка вот здесь, условно. Поэтому, в принципе, держак был окей. Да, тогда вопрос, например, у меня давайте уже как бы обозначим, что куда. Мы дуатлон пока не трогаем, мы просто выделим здесь какого-то победителя. Для меня это харлемовские пацы, на втором месте Elevate, на третьем Норс. У тебя? Единогласно. Также Арсений? Аналогично. Также. А теперь самое главное, могут ли вот эти пацы харлемовские заменить дуатлоновские, допустим, для тебя? Потому что мы все катаемся на дуатлоновских, и сейчас вот такой вот тест. Ну, мне бы интересно было еще в них Подольше? покататься подольше, да, на более комфортный для меня ветер, как раз вот попробовать сделать там ванфуты, потому что тут я даже и не думала это все делать. И как будто бы да, Могли бы. да, Потому что и углы можно поставить, Да, потому что да, мы углы не можем да, поставить. да. Как будто И бы они да. прям максимально, и у меня, например, туда вот нога не вылазит, не вылетала, то есть меня они полностью комфортно держали. Арсений, давай я тебя прикреплю, чтобы ты не отвлекался на это вообще. Ну, если сравнивать дуатлон и Харлем, то для меня на первом месте будет дуатлон, однозначно, из-за вариативности настройки под стопу. Тут как бы без вариантов. Имеешь в виду какие именно? Что ты имеешь в виду? Взъем ноги, ширину. Самое главное то, что можно отрегулировать Ты ширину. имеешь в виду, где вставляются? Да, эти где у нас? вставляется. Ага, То да, есть здесь у этого Харлема этого, к сожалению, нету. Плюс у меня пацы 23-го года, там разные варианты взъема. Пяток из взъема тоже там, да, добавили были. нет. А, и ты имеешь в виду вот этих вот пластиковых Сами, да, вот штук? которые Да, здесь это стоят. тоже, да. Вот. Основной еще плюс это то, что более анатомическая паца под ногу. Да. Соответственно, да, возможность регулировать саму пятку, потому что у меня была травма пятки, я ставил лютый софт, порой даже вообще убирал, чтобы хоть как-то кататься. Вот. На Харлеме этого, к сожалению, нету, но они как бы и так изначально слишком мягкие. Возможно, это прикольно, но с другой стороны, когда нужен более чувствительный этап при прыжках, лучше всего мне дуатлон подходит. Ну, Интересно, как долго вот эта вот подушка толстая и мягкая останется такой мягкой, Мягкой? потому что есть предположение, что она может со временем продавиться, и тогда будет минус. ну, посмотрим. Я не слышал, что подушки продавливались вообще в пацах, но у нас в школе будет две доски Харлем на сезон, поэтому можно будет потестить. И пацы, соответственно, двух размеров, поэтому на любую ногу все будет окей. Для меня, пожалуй, тоже я пока не буду снимать дуатлоновские пацы, ну, потому что я их один раз поставил, и потом хрен так поставишь. И в целом у меня и так слишком много переменных, кайтов, и я уже задолбался как бы терять в прогрессе. Лучше я вот сейчас на знакомом сетапе откатаю. Можно покатать на этой А мы их оставим тебе на этой доске, хорошо. У меня будут другие доски с харлемовскими пацами, там уже и пацы затестятся, и доски затестятся. В общем, по цене тык-тык, дуатлоновские пацы дороже, они за 200 стоят, там, евро-долларов. Гонговские такие же, или не такие же, но что-то пробовал, стоят еще дешевле, потому что там напрямую, как бы, не знаю, можно купить за разные деньги. В общем, хороший тест, спасибо и до новых встреч.